Здравствуйте, дорогие друзья! Опять пятница, я на рынке Гивон сегодня. Раннее утро, на моих часах, не совсем раннее, 9 утра, и пока еще солнце не палит нещадно, я буду снимать для вас видео о сегодняшнем рынке. Посмотрим, какие покупки ожидают меня сегодня, повернется ли ко мне удача лицом, что я сегодня найду. Будет интересно, как всегда. Всего хорошего, вперед на рынок Гивон. Начинаю обзор. Вот здесь тема нумизматов. Марки, значки. Посмотрите, кто интересуется. Здесь полно всего. Медали, купюры. И вот здесь такая подставка с монетами. Посмотрите. Чего только нет. Вот здесь вот статуэтки Африка и не только Азия, азиатские. Интересные тоже статуэтки. Идем дальше. Идем дальше. О, Мурано вазы. Да, есть очень красивые. Такая маленькая есть красота. Такая более обычная. Китайская вот такая инкрустация, картина красивая. Кажется, это слюда. Интересно. Да, у этой продавщицы всегда есть красивые вещи. Посмотрите, какая бижутерия. Винтажная и не только. Красивые вещи. Очаровательный котик. У меня теперь на котов есть настрой, потому что я завел себе кота шотландского. И теперь увлекаюсь статуэтками котов. Ну, я не покупаю много, но иногда беру, если что-то прям красивое. Вы знаете, не успел я пройти и несколько метров по сегодняшнему базару. И вот посмотрите, я здесь встретил вот такая, во-первых, есть ваза шикарная. Она с посеребрением, стоит 300 шекелей. И вот здесь есть приятный продавец. Они любят салема парцуфим, кен, аваль. Они коннекшав. Я покупаю вот такую вещь, посмотрите. Смотрите, какая красота, какая статуэтка, просто шикарная. 100 шекелей. Сейчас будет торжественная передача денег. Ины. Зешельха. Спасибо. Пожалуйста, да. 100 шекелей вообще просто. Вещь очень красивая. Колель сакит. Колель сакит. Лё колель мишло. Берем. В общем, купил эту необычную статуэтку. Очень доволен покупкой. Иду дальше. Сегодня есть что купить. Эти какие красивые вещи. Такая штука. Кому это керозос? Кен? 60 шекель? 60 шекелей. За клюм. Рега, они мисаем лицалем, вы они акзор. Туда, 60 шекелей. 60 шекелей. Цены сегодня приятно удивляют. За Ефим, Клави моели. Смотрите, какие собаки. Вау. Кому улекили? Германии? Вау. 400 и 600 шекелей. Но они... Им Ефим, им Мараги. И, конечно, цены это немецкого производства. Настоящий винтаж. Но цены, конечно, 400 и 600 шекелей это многовато. Дороговато, так бы я сказал. Но красиво сделано. Иду дальше, иду дальше. Смотрите, какие часы интересные.
что здесь написано на иврите. Эти шаон мазефе. Вы говорите по-русски, да? Вы по-русски говорите тоже? Вы по-русски говорите тоже, да? Да. А что за история, я не понимаю? Что это изображает? Изображает, что жизнь человека от рождения... От рождения, да, и до старости. Да, точно. Посмотрите, вау. Жизнь человека, видите, от рождения и до старости. И сопровождение еще на иврите. И сколько они стоят? Сколько? 70 шекелей? 70 шекелей. Обычно спрашивают. 70 шекелей. Интересная вещь. Я прям заинтересовался. Я подумаю над этим. Интересная вещь. Посмотрите, какой здесь столик интересный. Полно всего. Всякие вещи. Этого тигра я помню еще по прошлому разу. Он так и не продался. Оригинальный. Или пантера. Такая чешуйчатая. Много других интересных вещей. Смотрите, какая рамка с ключами. Интересно. Декоративная вещь. Такие павлины. Вау. Какие красивые. Кому лет ципоразы? 100 шекелей птички. Но они красивые. Да, интересная вещь. Вот здесь бронза и латунь. Тоже. Хануки всякие. Полно всего. Есть еще пустые столы, которые еще не разложены товары. Пока мне все нравится сегодня. Рынок просыпается, люди потихоньку приходят, покупатели, не так, как сейчас и много. Сегодня, как всегда, в августе жарко, естественно, поэтому, может быть, и поэтому нет столько народу, как обычно. И сколько здесь латунных тоже и бронзовых вещей, подсвечники разных типов. Колокола, старые утюги для интерьера, даже подковы, смотрите, старые-старые подковы. И вот такая вещь для сапожника, такая подставка на коваленку. У моего деда была такая, он был сапожником, еврейским сапожником. Классика, еврей-сапожник. Вот такие блюда с юдайкой. Такие, посмотрите. Идем дальше. Посмотрите, какого я узбека встретил. Красавца. Интересно, сколько он стоит. Продавца не вижу. Красивая фигурка. Рога в ассортименте. И часы. Вы знаете, как всегда, у меня есть интерес к часам. Полно. Очень много женских красивых часов. Смотрите. Выбор огромный. Но как бы женские часы уже не интересуют. Мое последнее видео на моем канале про барахолку в Хайфе. Мы купили супруге великолепные часы Сваровски за приятную цену. Поэтому пока часов нам хватает. У меня тоже есть полно.
Но я снимаю для вас. Смотрите. Очень много моделей интересных. И цены приемлемые, насколько я помню. מאוד אוהבת את השרשרת בחולצה הלבנה. Интересная вещь. יש לך... אמרתי מישהו לפני רגע, אתה לא יכול להיות מרגיל. אמרתי לו למה? Интересная ваза. Видите, какая форма. Мне кажется, это муран, это стекло, красивое. Сейчас я спрошу, сколько стоит. Красная ваза, просто такого оранжевого оттенка. Она спускает 50 шекелей за 250. Но я не знаю, у нас много уже мурану. Для себя я, наверное, брать ее не буду, но она очень интересная. Красивая. Яичко. Ислам. Интересная такая шкатулка. Ого, ого. Тяжелая. С чего это? Из камня? Она сломанная. Внизу она отколот. Отколот у нее кусок внизу. На дне. Посмотрите, какие бронзовые статуэтки. Маленькая такая мурановская вазочка зеленая, тоже красивая, очаровательная. Еще есть вазы. Ага. Это такая флейта в футляре. Ничего так, кому нужно. Интересная вещь. Китайские вазы. И такой самолет. Винтажный, такой потрепанный, но красивый. Продолжаю снимать, продолжаю искать. Я нашел пару вещей интересных. Здравствуйте, вот мы и столкнулись лбами, можно сказать. Спалили конкуренты друг. Да, это друг-конкурент называется. Все, идем в разные стороны. Чтоб не видели. Да, это мой хороший знакомый. Я уже рассказывал про него, Сергей. У него есть свой канал. И он как бы антиквар с большим стажем. Я у него иногда советуюсь. Очень хороший человек. Так что смотрите его канал тоже. Антиквар Хаус называется. Вот смотрите, какие здесь статуэтки интересные. Вот это вот меня заинтересовало. Стоит она 200 шекелей, непонятно какого производства, но очень красивая. Такой мальчик и девочка. Очень интересная композиция. Есть еще красивые статуэтки здесь. Всякие вещи антикварные, винтажные. Чайнички. Вот такой кувшин необычный. И ваза вот эта потрясающая китайская. טוב לך, חבר. הווזה הזאת מהממת גם. כמה היא עולה? יש מישהו שאמור אולי לקחת כן, אותה. כמה? 250. זה, אבל זה זול. אני יודע. וואו, 200 שקל, 200 שקל, такая ваза. 250. זה 250. אמרתי לו שניתן לו 200 ומתנה את שניהם. הוא צריך לבוא כל רגע. אבל זאתי פצצה. 250 אם אתה קונה אותה לבד. אם אתה קונה את Да. זה... Посмотри, 2 вазы он отдает по 200, בשיא הכנות. по 200 שקלים. תשמע, אני לא יודע איך הוא לשים את זה בבית, זה תן בעיה. לך אותו עם הקרטונים האורגינליים שלו. Да, это дешево. זה אבא שלי קנה לפני 50 שנה. Вау, это его оригинальная упаковка картонная, представляешь? Представляете? Я уже заговариваться начал, такая цена дешевая, по 200 шекелей. 2 китайские вазы. Обалдеть, посмотрите, вот еще одна. В общем, друзья, я нашел здесь еще для себя интересную вещь. Вы знаете, что я собираю, коллекционирую модели. И вот посмотрите, вот такая модель Джеймс Бонда, BMW. И еще модель, вот такой джип Willys с прицепом.
Покупаем все это за 100 шекелей, договорился обе. За шельха. Я их беру. Это недорого. И машины красивые. Друзья мои, я потихоньку закругляюсь. Делаю сегодня видео немножко короче. Жарко очень. Кое-что я вам показал. В общем, вещи, как всегда, здесь есть очень интересные. Я купил великолепную деревянную скульптуру, статуэтку. И вот для коллекции купил модели себе. Сейчас я еще здесь немножко похожу и буду закругляться. Очень жарко. В общем, вот так, друзья. Вот такое сегодня было видео. Приходите на рынок Гивон. Каждую пятницу он открыт. И каждую пятницу здесь есть интересные вещи. До встречи, друзья. Всего хорошего. Подписывайтесь на мой канал Eisen Travel and Life. Пока-пока. Удачи всем.